Всем привет, меня зовут Артем, и я торгую по механике рыночного аукциона. Сегодня я хотел разобрать такой индикатор, как анкерный VWAP. Он помогает определить тренд, найти лучшую точку входа на откате по данному тренду. Также при помощи него можно определить излом тренда. Сегодня в ролике вы узнаете, как правильно размещать анкерный VWAP, какие ошибки есть при размещении анкерного VWAP, как находить хорошую точку входа при его использовании, а также покажу, какие позиции можно будет при помощи использования данного индикатора. Итак, перед тем, как мы перейдем к анкерному VWAP, пару слов хочу рассказать, что такое вообще VWAP. VWAP – это средневзвешенная по объему средняя цена. Чем отличается обычный VWAP от анкерного VWAP? VWAP строится автоматически, исходя из периода времени, который прошел. Это неделя, месяц, квартал, год. То есть, например, мы выбираем недельный VWAP, и он показывает среднюю стоимость актива за текущий момент времени. То есть за неделю средняя стоимость биткоина составляет эта красная линия. Он интересен тем, кто торгует внутри дня для краткосрочных сделок. Так, давайте теперь перейдем непосредственно к VWAP. Анкерный VWAP состоит из трех множителей, которые рассчитываются исходя из математической вероятности нахождения там цены. Первый множитель — это стандартное отклонение. Он составляет 68%. В нем цена находится в основном 68% всего времени. А третий множитель — 95% всего отклонения. То есть за пределами этой линии цена находится с вероятностью всего 5%. Я вам рекомендую использовать эти множители следующим образом. Значит, первый множитель мы ставим в районе 0,5. Мы будем его использовать как уровень стоп-лосса. А второй множитель это будет 1,5. Он использовать как take profit. Теперь давайте перейдем на график, на часовой таймфрейм, для того, чтобы показать больше позиций и как пользовать данный VWAP. Так как я уже говорил, мы располагаем на последнюю волну, которая визуально видна на графике. И при достижении цены линии он служит своего рода поддержкой цены. И отсюда мы можем брать лимитным ордером, тейк на 1,5 и стоп за среднюю линию стоимости 0,5%. Когда цена закрепляется под данной линией, вот здесь вот, это значит, что нам необходимо перестраивать VWAP. Значит, для этого мы перетягиваем VWAP, располагаем на нисходящую волну, которая не должна пересекать VWAP. Таким образом, мы от, опять же, средней линии можем брать трейды по направлению тренда. Таким образом, устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. А в случае того, когда цена закрепится над этой линией VWAP, мы можем перестраивать уже VWAP на нижнюю часть. Таким образом, у нас будет опять же смена тренда. Всегда мы будем торговать по тренду и двигаться равномерно с ценой. Не за что, пользуйтесь.